Привет, ребята! Давненько не виделись на этом канале, и сегодня надо исправлять ситуацию. Сегодняшнее видео будет посвящено непосредственно тому, чем я занимаюсь на своей работе. Я как-то записывал одно видео, связанное с тем «Один день жизни тестировщика», которое собрало достаточно много непонятных комментариев из разряда, что почему так сложно, я ничего не понимаю, хотелось бы видеть все на пальцах, чтобы ты показал то ПО, в котором ты работаешь и так далее. Сегодня я постараюсь немножко исправить эту ситуацию, но вы должны понимать, что все ПО, которое я здесь использую, я настраивал самостоятельно, и я, конечно же, не могу показывать то, с чем я работаю на основной работе, потому что это защищено NDA, и, конечно же, это коммерческая тайна. Поэтому и возникают сложности, когда многие просят показать какие-то практические уроки, либо работу какого-либо инструмента, потому что часть из них настраивается непосредственно девопсом, и я, например, не умею с этим работать, потому что в компании каждый должен выполнять свою функцию, свою роль, но что я умею и что я могу вам показать, я обязательно в данном видео расскажу и покажу. Но перед этим я хотел бы напомнить вам о том, что у меня есть вот такая вот общая страница со всеми соцсетями, которые есть. Это Telegram, это Instagram, это какие-то другие сообщества. Почему я их показываю? Потому что на этом канале видео выходят достаточно редко в последнее время. Причина в том, что я сейчас готовлю свою образовательную платформу, где я буду размещать свой курс непосредственно и какие-то другие наработки. Может быть, даже обновленную его версию, не только то, что вы можете найти здесь, либо на платформе Udemy. И на это, конечно же, необходимо время, поэтому приоритеты сейчас немного другие. Так вот, чтобы вы не потеряли какую-то связь со мной либо с другими участниками сообщества, есть телеграм-каналы, очень много сообществ, где вы можете задать свои вопросы. Например, это чат с менторами, где можно найти ментора, который вас будет вести за руку и рассказывать, как работает то или иное ПО, как работают процессы и так далее. То есть можно найти, это можно сделать как бесплатно, так и платно, то есть как вы уже сможете договориться. Сейчас в этом чате почти 4000 человек, поэтому заходите, обязательно кого-то найдете. Если вы хотите задать какой-то вопрос технического именно характера, то вам сюда, в технический чат без флуда. Там тоже достаточно много ребят, которые готовы помочь. Но сразу вас предупреждаю, что в первую очередь, ребята, поищите информацию самостоятельно перед тем, как задавать какой-либо вопрос, потому что никто не любит людей, которые в лоб задают вопрос, не проведя никакого исследования и инвестигейта перед этим. Google есть, в интернете большое количество ресурсов, в том числе форумов, где прописаны даже технические ошибки и пути их решения, поэтому обязательно заглядывайте и в них. Например, тот же самый Stack Overflow, он полезен как не только для разработчиков, так и для тестировщиков и вообще для любых технических специалистов. Про менторов я вам уже сказал, то есть вот это место, где вы можете их найти. Также недавно появился чат именно для автоматизаторов, там в основном начинающие ребята, но также есть ребята с опытом, поэтому если пишете код и хотите какую-то поддержку, то тоже приходите туда. Также есть небольшой чатик именно для менеджеров. Возможно, кто-то меня смотрит именно с этой позиции, поэтому тоже заходите. Он небольшой, но ламповый, и тоже можно найти какие-то ответы на свои вопросы. Поэтому обязательно залетайте. В Инстаграме, например, я появляюсь достаточно часто, то есть это каждый день какие-то истории, это какие-то рилсы, освещающие какие-либо вопросы, либо кейсы, с которыми вы сталкиваетесь на работе, и можно следить за моими какими-то передвижениями, потому что в последнее время их было достаточно много. По поводу Udemy также ребята часто задают вопрос, чем он вообще отличается от того, что есть на YouTube. Есть сравнительная таблица, по топлинку находите, там все расписано, какие есть плюсы, какие есть тесты, какие есть задания, есть ли сертификат и так далее. Поэтому заходите, смотрите и не пропадайте, давайте оставаться на связи. Но переходим к основной части нашего сегодняшнего видео. Я хотел бы вам рассказать вообще, как проходит мой день, то есть с чего я начинаю, на что обращаю внимание. Основные инструменты, с которыми я работаю, мы сегодня с вами посмотрим Jira, как она настроена, более или менее похожа на проекты, но вы должны понимать, что в каждом проекте настройки могут быть разные. Покажу вам фигму, потому что никто, точнее не никто, а многие не слышали об этом инструменте и на курсе его особо не затрагивают, но опять же это будет просто такой краткий экскурс, чтобы вы понимали, как с ним работать. Также мы посмотрим на TestRail и на GitHub. TestRail — это TMS-система, то есть вы там можете создавать свои тест-кейсы, управлять ими, и есть интеграция в том числе и с Jira, как и у GitHub. А GitHub — это то место, где хранится код вообще.
Это сердце вашего проекта, и там тоже тестировщики частенько работают, например, как я на моем текущем проекте. Также я хотел бы вам показать Jenkins, но, к сожалению, я не смог его настроить ввиду того, что это все-таки зона ответственности DevOps, но я покажу вам на скрине, чтобы вы немножко понимали, как в нем работать и на что стоит обратить внимание. Инструмент именно для тестировщика не так сложен, потому что чаще всего все уже настроено, и вам нужно просто нажать на кнопочку и создать какую-то джобу, либо собрать билд. Если, опять же, какие-то слова вам непонятны, я постараюсь их объяснять уже по ходу действия, потому что, опять же, многие ребята жалуются, что вот так много англицизмов, я ничего не понимаю, но если вы приходите в эту сферу, вы должны быть готовы к тому, что английского языка здесь много, в том числе и в русской речи. Да, мы что-то заимствуем, и нужно будет все равно все это изучать со временем. Когда я приходил на первое место работы, то тоже сидел с лицом лица, с широко открытыми глазами и не понимал, что от меня хотят и что такое environment, где там этот билд взять, как что построить, что такое макап, например, и так далее. Но по ходу действия вы уже начинаете вникать в это, либо там дополнительно что-то гуглите, смотрите, либо спрашиваете у ваших коллег, у других команд, у разработчиков, у тестировщиков, у аналитиков, у дизайнеров в том числе, потому что тестировщики работают вообще со всеми участниками процесса и со всеми участниками dev-команды, а dev-команда — это не только разработчики, о чем мы с вами говорили когда-то, когда я обсуждал Agile и Scrum, поэтому если кто-то подзабыл, мы сегодня вернемся тоже к некоторым моментам и церемониям, которые есть в данной методологии и именно непосредственно в данном фреймворке. Да-да, это фреймворк, многие меня тоже поправляют, но фреймворк — это не только библиотека для какого-то языка программирования, это еще и набор каких-то правил, который может применяться и к в том числе моделям разработки и к методологиям, таким как Agile. Так вот, много наговорил, поэтому давайте буду показывать. Во-первых, мой день всегда начинается с проверки моей почты. Это все логично, все закономерно. Очень большое количество уведомлений приходит из разных инструментов, в том числе уведомления в целом о работе какие-то могут быть, уведомления о новых митингах, поэтому их нужно обязательно просматривать. Те, которые вам не нужны, советую сразу отключать, то есть заходите в инструмент, открываете вкладку Notifications, обычно это везде есть, и настраиваете под себя, что именно вы хотите получать. Потому что очень много, например, мусора приходит с GitHub, вам не обязательно знать, где, кто, что откомментировал, но таким образом вы просто засоряете свою почту, и потом очень сложно найти важные сообщения, поэтому советую всегда заглядывать в нотификашки. Также помните о всяких фишингах, о безопасности и обо всем остальном, то есть тоже смотрите обязательно на те имейлы, которые к вам приходят, именно на сами почты, проверяйте, чтобы это были какие-то знакомые аккаунты, чтобы это были официальные аккаунты, чтобы потом не было проблем и не украли вашу какую-то информацию, либо вообще не попали в сеть именно вашей компании. Поэтому тоже обязательно на это обращайте внимание, ребята. Так вот, я просматриваю все сообщения и дальше могу заглянуть в свой календарь. Мы работаем с Outlook у меня на проекте. Это очень удобно. Многие вещи взаимосвязаны, то есть обычно выбирают какую-то такую общую среду, в которой все будет работать. То есть это может быть текстовый редактор, это может быть почта, это может быть планировщик. Microsoft в этом плане хорошо работает. В том числе в Microsoft есть Teams, и многие компании работают с ним. Это аналог, можно сказать, Slack. То есть это такой мессенджер на максималках. Поэтому все вот так вот сосредоточено в одном месте. И дальше я заглядываю в календарь и смотрю, что у меня здесь есть. Давайте пройдемся по митингам, которые могут быть в рамках там одной недели, но мы будем говорить про спринт. Спринт — это где-то от 2 до 4 недель, то есть это, по сути, итерация, за которую мы должны доставить какой-то участок работающего кода, то есть часть нашего продукта. И постоянно этот инкремент нарастает, то есть то, что мы доставляем, и то есть в конце каждого спринта мы этот инкремент еще делаем более эффективным, более продуктивным и заполняем его дополнительными функциями. Этим и хорош Scrum, что мы можем таким вот образом быстренько доставлять необходимые функции нашему заказчику и клиенту, и пользователям в том числе. Это, кстати, к вопросу о том, когда мы будем с вами рассматривать GitHub, я вам немножко расскажу про Continuous Integration и Continuous Delivery. Так вот, заглядываю сюда и вижу, что у меня, например, дейлики. Дейлики стоят у нас каждый день, это daily стендап, не знаю, аналог, знакомый, наверное, всем, это планерка. То есть каждый день мы собираемся и рассказываем о том, что мы делали за предыдущий день, что мы делаем сегодня и какие у нас есть блокеры, то есть что мешает нам достигнуть какой-то цели за этот день. Каждый участник команды рассказывает о том, что вообще происходит в его жизни на проекте.
Если возникают какие-то блокеры, то, конечно же, мы обсуждаем, каким образом мы можем с этим помочь. Возможно, находит какого-то человека, который поделится экспертизой, либо же посмотрит код, либо же, если есть какой-то момент, связанный с тем, что код-ревью, например, что-то не прошел, то есть когда там разработчик пишет код, другой разработчик обязательно должен его проверить, посмотреть, чтобы все было ок. Вот, может быть, что-то зависло, и тестировщик не может вовремя получить свой билд, эту бранчу, то есть этот коммит, изменения, и таким образом у нас затягивается разработка, и вот это тоже мы можем все обсуждать. Таких кейсов может быть очень много. Обычно дейлик проходит за 15 минут, поэтому очень оперативно мы это все обсуждаем, и такого времени обычно хватает. То есть это у нас каждый день такое происходит. Понятное дело, каждый будний день, на выходных мы отдыхаем. Очень часто ребята спрашивают, а как в айтишке люди работают? Работают, как все и обычно, по 8 часов, 1 час обеда. Единственное, что из плюсов, это гибкий график, то есть вы можете начинать, например, рабочий день там, с 8 до 10 в любое время, но обязательно отработать свои часы. Еще нужно обязательно обращать внимание на то, чтобы митинги тоже пересекались все основные в одно время. То есть их тоже советуют не пропускать. Не то, что советуют, они обязательны, и на них нужно ходить, и не нужно говорить о том, что митинги бесполезны. На самом деле это очень хорошая практика, которая помогает держать все звенья одной цепи проинформированными, и чтобы мы могли вовремя отреагировать на какие-то блокеры, которые возникают в рамках нашей работы. Далее, в начале итерации обычно у нас есть iteration planning. Вот он здесь. Давайте открою, чтобы было видно. Да. То есть он тоже проходит обычно в течение там, 30 минут максимум. Здесь мы планируем, что мы берем в этот спринт. Например, мы набросали какое-то количество задач, которые может вообще быть реализовано. Это так называемый бэклог продукта. И мы должны теперь определить, что попадет в бэклог спринта, то есть то, что мы будем делать в рамках вот этих 2 недель. Вот iteration planning помогает нам это сделать. То есть мы обсуждаем задачи, в том числе ставим цель на спринт, то есть что мы должны доставить в конце итерации, там, например, с какими функциональностями мы работаем. Я опять же покажу вам в Jira, как это реализовано тоже в том числе. И также иногда iteration planning включает в себя и эстимацию, то есть оценку. То есть мы собрали какое-то количество задач, и мы должны их оценить. Оценка происходит в сторипоинтах, у них нет каких-то единиц измерения, это, по сути, оценка сложности вашей задачи, относительная. Почему она относительная, имеет какое-то отношение к чему-то. То есть, например, мы работали с вами в прошлой итерации над какими-то задачами и понимаем их сложность. То есть на что-то мы затратили больше времени, где-то возникли трудности по имплементации, по внедрению этой задачи. И тогда в таком случае мы выставляли тоже какие-то оценки. Сторипоинты ставятся, там тоже есть свой ряд Фибоначчи, вот выставляются вот эти вот оценки, и по отношению мы как раз можем вычислить, за сколько мы там в следующей итерации доставим похожую функциональность, и вот мы собираемся всей командой, происходит процедура такая, как покер-планирование, о которой мы тоже с вами подробно говорили на видео про Agile, мы такие все собрались и обсуждаем эти задачи, то есть каждый выставляет свою оценку, если оценки не совпадают, у кого-то прям сильные такие девиации, то есть отклонения, и тогда мы в таком случае обсуждаем, почему тебе кажется, что эта задача должна там, весить, не знаю, 7 сторипоинтов. И мы таким образом обсуждаем это и опять же переголосовываем, когда мы провели эту дискуссию, пока не придем к какому-то общему консенсусу и не поставим более-менее похожие 1 балл. Вот это одна из техник, которая позволяет нам это все оценить. Сторипоинты потом учитываются в конце итерации, когда мы собираем отчетность. Чтобы понимать, насколько наша команда продуктивная, есть 2 показателя capacity и velocity. Давайте не буду загружать вам голову, можете посмотреть предыдущее видео, там все подробненько рассказано, потому что я понимаю, что не все даже знают про Agile и про Scrum, поэтому стоит еще вернуться к нему, если такие сложности у вас возникают. Также эстимация может проводиться не только на планировании, но у нас есть еще и другой митинг, это refinement. Раньше он назывался grooming, но там с некоторых версий Scrum фреймворка, потому что он постоянно обновляется, пришли именно к refinement. По сути, это обсуждение тех требований, тех функциональностей, которые мы будем доставлять в следующих итерациях. То есть собирается продукт-оунер, это человек, который, по сути, нам выкатывает эти требования. Это может быть и аналитик, выполнять эту функцию. И собирается dev-команда. И скрам-мастер, конечно же, если у вас есть на проекте, который будет фасилитировать, то есть организовывать, управлять этой церемонией. Вообще все вот эти вот митинги, которые есть, на них всегда присутствует скрам-мастер, чтобы мы не выходили за рамки, и он всегда может нас направить. Правильно ли мы все делаем или что-то делаем не так.
Или если мы выходим за время, то тогда тоже говорит, что давайте-ка, ребята, мы сконцентрируемся на высокоприоритетных задачах, а уже все остальное оставим на потом. Refinement не должен уходить в какие-то технические обсуждения, то есть это всегда просто обсуждение стари. Ну, то есть user story — это, по сути, реализация требований, которая может быть. Опять же, мы про это говорили, когда я рассказывал про анализ требований. Тоже можете поискать видео, оно есть на канале. Там подробненько рассказываю и про этот тип требований. Так вот, мы обсуждаем эти user story и задаем вопросы. Вопросы задают все участники команды, эстимируют все участники команды. Это не только тестировщики, это и разработчики, и даже если дизайнеры присутствуют, то все вот должны участвовать в обсуждении. Никогда не нужно смещать этот вектор, не знаю, всю ответственность на разработчиков. Потому что и у тестировщиков тоже есть права на этом проекте, и они должны тоже задавать свои вопросы и подсказывать, возможно, если что-то не было учтено с точки зрения тестирования, и тестировщик, так как он очень такой насмотренный товарищ, он знает про многие направления, в том числе юзабилити, UX, UI, то он может тоже дать какие-то полезные рекомендации в том, как это фича, как это требование может быть реализовано. То есть мы собираемся, обсуждаем это. Если возникают какие-то вопросы, которые не решаются в рамках этого митинга, то это куда-то переносится на другой митинг, там берутся эти задачи на будущее, то есть сейчас мы, например, их не будем в следующем спринте реализовывать и так далее. То есть вот Refinement — это такой митинг. Как я уже сказал, на этой встрече могут также проводить и эстимацию. И на моих проектах чаще всего так и делали всегда, потому что планинг обычно занимает гораздо меньше времени, Refinement — это час в идеале, иногда может быть чуть больше. Вот такой вот митинг, он проводится, опять же, от компании к компании по-разному, частота может отличаться, у кого-то раз в неделю, у кого-то 2 раза в неделю, и всегда нужно помнить о том, что у вас должен быть запас историй, то есть ваших юзер-сторей на следующие итерации, чтобы вы не сидели потом без работы, поэтому всегда стараются как можно больше отрефайнить, то есть как можно больше провести через вот этот митинг все user story, добавить все недостающие звенья и уже добавлять их в бэклог продукта, чтобы мы в будущем на итерационном нашем планинге, то есть в начале следующего спринта, могли без проблем уже что-то брать из бэклога и делать. Тоже имейте это в виду и обращайте на это внимание, если вы в компании, на вашем проекте видите, что это так не работает. Это такие митинги у нас на первой неделе, они могут отличаться, могут добавляться дополнительные, то есть не обязательно это все может быть в рамках скрама, могут быть какие-то организационные митинги, там one-to-one, вот я тут где-то ставил на следующей неделе one-to-one с менеджером. Да, кстати, он на этой неделе. Да, вот я вижу. То есть, например, вы можете там раз в месяц собираться с вашим менеджером и рассказывать про свои боли, либо наоборот про какие-то успехи. Менеджер может делиться, опять же, информацией от полученного ревью, то есть от обратной связи, которая существует от ваших коллег, либо от вашего заказчика. Это может быть не только менеджер, иногда бывает one-to-one и со скрам-мастером, one-to-one с вашим лидом, то есть тоже будьте к этому готовы, и такие митинги тоже у нас встречаются в рамках одной рабочей недели. На следующей неделе иногда появляется еще такой митинг, как баг-триаж митинг. То есть это, по сути, обсуждение ваших багов. Например, у вас очень много накопилось дефектов, то есть вы вот нарепортили, то есть создали большое количество отчетов о дефектах, но их нужно приоритизировать, и все прекрасно понимают, что мы не сможем, например, в рамках одной итерации это все быстренько зарелизить, исправить и так далее. Поэтому такие митинги полезны для того, чтобы обсудить приоритизацию. Опять же, может быть, как-то эти баги дополнить, потому что не всегда бывает так, что тот же разработчик понимает, как это работает, либо тестировщик завел баг, но требования изменились, поэтому нужно подключать того же продукт-оунера, либо аналитика. То есть такие митинги бывают, они тоже достаточно полезные, и тоже вам совет, если вы видите, что у вас большое количество багов накопилось в бэклоге, и вы замечаете, что нет какой-то положительной динамики, они никак не фиксятся, то тогда тоже попросите, чтобы в команде вашей создали такой митинг, попросите скрам-мастера, например, чтобы вот его пройти, и после этого уже более эффективно проработать систему там, исправления тех или иных баг-репортов. Что еще может быть в рамках недели рабочей? Это, конечно же, демо, демонстрации наши, то есть мы что-то разработали, и мы хотим это показать. И мы обязаны это показывать, чтобы получить какую-то обратную связь. Вот такие демо-сессии могут быть, опять же, раз в неделю. Чаще всего они случаются под конец итерации, когда мы уже все, что хотели, накодили, нашкодили. И таким образом мы показываем это заказчику, заказчик дает нам какую-то обратную связь. Иногда демо-сессии проводятся почаще, и тогда вы какой-то небольшой пул, то есть небольшое количество ваших
историй показываете. То есть, там, например, вы сделали, написали код, протестировали 3 ваших user story, вот вы их показали и уже будете уверены в том, что они дойдут нормально до конца итерации, и их можно будет релизить. Если релизы, конечно, у вас не чаще. И опять же, если частые релизы, то демонстрации тоже не всегда могут быть. Или могут быть как-то раз в месяц, например, когда вы уже насобираете большое количество каких-то фичей, то тогда вы проводите одну большую демонстрацию и показываете там по несколько минут, как что работает. То есть здесь все индивидуально, зависит от команды, зависит от нагруженности, зависит от процесса. То есть здесь все может быть по-разному. Поэтому я показываю только то, с чем я работал когда-то, и видите, как не говорю прямо так точно, а в какой-то абстракции какие-то вещи объясняю. Дальше у нас, конечно, есть ретроспектива в конце итерации, когда мы с вами обсуждаем всей командой, что было хорошо в рамках итерации, что было не очень, над чем нужно поработать. Выбираем какие-то экшен-айтемы, то есть какое-то мероприятие, которое мы хотим в будущем запустить, чтобы ситуацию эту исправить. Например, там, как я уже сказал, задержка в код-ревью, надо что-то с этим делать, назначаем ответственного, сроки, и желательно, чтобы вот эти вот несколько мероприятий попали обязательно в спринт. То есть мы тоже их добавляем в спринт, на доску, можно даже их эстимировать, и чтобы мы видели какой-то прогресс. Обязательно на следующей ретроспективе уточните, все ли цели были достигнуты, либо же необходимо еще продлить сроки. Это тоже важно. Еще есть iteration review. Обычно собирается в таком случае, если вы работаете на какого-то заказчика, там, например, заказчик собирается, менеджмент, и вы, вся команда, скрам-мастер может подготовить такой iteration review, либо кто-то другой, и там уже собираются общие какие-то метрики. Как я сказал, там capacity, velocity, количество найденных багов, какие-то burn-down чарты, о которых я тоже, наверное, рассказывал, а может и нет на прошлом видео. Но все же, если хотите узнать более подробно обо всем этом, можете поискать в интернете по каждой метрике информацию, в том числе вот про эти чарты, на что они влияют и как вы можете их изучать и тоже делать какие-то прогнозы на будущее. Чаще всего их, конечно, используют там скрам-мастеры, проект-менеджеры на проектах, чтобы понимать, как команда работает, но в том числе вы тоже как тестировщик и как заинтересованное лицо можете это изучить. Вот, такие митинги у нас могут быть в рамках рабочих недель, и они у меня случаются. Тоже могут быть какие-то дополнительные митинги, в том числе презентации фичей, функциональностей, которые будут разрабатываться в будущем, и какие-то там разработчики, либо же архитектор будет вам рассказывать, как это работает, и опять же собирать обратную связь, насколько это будет реализовано. Это может быть как в рамках рефаймента быть, так и отдельным митингом. Также очень часто включают какие-то технические митинги, вот как я уже сказал, на рефайменте мы технические вопросы не обсуждаем, но ребята, конечно же, разработчики любят еще после, например, собраться и обсудить реализацию той или иной функциональности. Это тоже нормально. Поэтому в неделе, конечно, случается много митингов, кого-то это может напугать, кого-то это, наоборот, может порадовать. Кто-то говорит о том, что мы должны работать все это время. Но, как я уже сказал, такого рода мероприятия решают большое количество сложностей. Если их грамотно проводить, правильно проводить, анализировать все, что происходит на тех же ретроспективах, либо же на iteration review, и с умом подходить к этому вопросу. Если просто проводить ради галочки, конечно, никакого от этого профита не будет. Возвращаемся к основному флоу моей работы. То есть я посмотрел, что происходит в почтовом ящике, посмотрел календарь, посмотрел, какие митинги сегодня будут, закрыл какие-то вопросы, связанные с сообщениями, которые получил. И, конечно же, дальше я перехожу в Jira, чтобы посмотреть, на какой стадии сейчас находятся те или иные тикеты. То есть это, по сути, как это сказать-то на русском, в общем, задачи, которые у меня есть в Jira, чтобы я мог к ним приступить и на каких статусах они находятся. Поэтому давайте посмотрим, что сейчас происходит там. Я создал несколько таких вот тестовых айтемов, сущностей в системе, и также добавил колонки. Мы тоже с вами сейчас про них все поговорим, потому что тоже ребята иногда задают вопрос про жизненный цикл дефекта и вообще жизненный цикл какого-то айтема в системе, поэтому тоже давайте на этом остановимся. Также хотел бы отметить такой момент. Очень часто, когда ребята выполняют домашние задания на Udemy в моем курсе, у них возникает такой вопрос, что нет айтема сущности бага внутри Jira. Как это можно решить? Когда вы создаете только проект, обязательно обращайте внимание, чтобы у вас был выбран шаблон Scrum. Если вы выбираете другой шаблон, например, Kanban, то бага там не будет, и нужно будет донастраивать самостоятельно. Обращайте, пожалуйста, на это внимание, и таким образом очень легко решается эта проблема. У вас сразу будет, сейчас покажу, что тут будет. Нет, не покажу. В общем, у вас будет сразу
Функциональность, задача и будет баг. Дальше вы в будущем сможете добавить еще Epic. Epic — это такой большой набор функциональностей, отдельный модуль, и уже внутри него добавляются уже ваши user story. Вот, такая вам рекомендация, как это можно сделать. Далее, когда вы будете настраивать Jira, может быть, для себя, либо же увидите на проекте, там всегда есть статусы. Статусы могут быть разные, опять же, это какой-то такой сборный вид, сборная солянка из того, что я видел на проектах. Во-первых, у вас будут обязательно тикеты, истории, которые еще не написаны, требования к ним, и они будут вот в такой вот, например, колонке, как need requirements. То есть мы должны обязательно добавить требования. Обычно эти истории находятся в бэклоге продуктовом, и они еще не попали в спринт. Мы сейчас тоже бэклог с вами посмотрим. Далее, когда, например, мы написали все требования, то данный тикет переходит в Ready for Dev. То есть уже разработчики могут брать его в работу. Также желательно, чтобы у вас перед тем, как этот тикет, эта задача попала к разработчику, она прошла анализ требований. То есть вспоминайте видео про требования, где я рассказывал про основные характеристики хорошие, которые должны быть там. Обязательно просматривайте все user story, которые у вас есть в системе, если они еще не попали в разработку, добавляйте комментарии, общайтесь с продукт-оунером либо с аналитиком, в зависимости от того, кто у вас ведет эту активность. Смотрите макапы, то есть дизайны ваши, чтобы они не устарели, чтобы все ссылки работали, чтобы внутри описанных юзер-сторей тоже все было правильно, согласно тому, как они должны работать. То есть это наша задача во многом тестировщика сделать так, чтобы требование было понятно всем. Само собой, все участники команды будут прикладывать к этому свою руку, глаз и так далее, но все же тестировщики в этой активности одни из самых главных заинтересованных лиц. Когда эта задача попадает в Ready for Dev, разработчик видит, что он может брать ее в работу, то есть требования все прописаны, провалидированы, и можно с ними работать. Далее он переносит эту задачу в in progress, то есть в этом столбце уже можно сказать, что разработчик пишет какой-то код. После того, когда он что-то написал, он обязательно отправляет свой код на код-ревью. То есть, когда другие разработчики его вычитывают и смотрят, чтобы все было с ним хорошо. Если все с этим кодом хорошо, то он уже переводится на тестировщика. И, например, у нас тут уже будет QA. QA, наши активности какие? Мы пишем тест-кейсы, мы проверяем эту задачу и заводим баг-репорты в случае, если мы находим какие-то дефекты. По сути, все, что может сделано быть в этом статусе. Также тест-кейсы желательно тоже начинать писать, как только у вас задача попала в статус Ready for Dev, например. Если у вас есть возможность, время и правильно организован процесс, то тест-кейсы пишутся еще до реализации конечной этой функциональности. У нас уже должны быть готовы кейсы, наши проверки, чек-листы для того, чтобы мы потом без проблем смогли это протестировать. Также сюда заносятся у нас баги. Например, видите, какой-то баг, он тоже сейчас уже был пофикшен, скорее всего, и тестировщик должен убедиться, что все хорошо. И баги проходят точно такой же весь флоу, возможно, без need requirements, но ready for dev у них тоже может быть. И тоже проводится по всем колонкам. Далее, когда мы уверены, что все хорошо, например, может быть колонка for release, то есть мы даем добро на то, чтобы это релизилось. То есть запускалось уже в прод, в нашу рабочую среду, где находятся уже конечные пользователи. Также может быть еще статус done, когда, например, это все зарелизилось, и тогда уже там Scrum Master, либо кто-то другой переносит эти все тикеты, задачи в статус done. То есть, значит, уже мы окончательно все доставили. Могут быть, как я уже сказал, дополнительные различные статусы. Это может быть и то, что аналитик может еще дополнительно потом проверять эту задачу и смотреть, все ли хорошо реализовано. Могут быть дополнительные статусы для QA, могут быть статусы по тому, на каких environment, то есть средах может находиться данный тикет, тоже такое бывает. То есть, смотрите, здесь это все индивидуально, опять же, зависит от того, как настроен процесс внутри Jira и внутри вашей компании. Как и обещал, покажу вам сейчас бэклог, как это вообще работает. То есть, смотрите, у нас есть непосредственно спринт, это бэклог спринта, и есть бэклог, наш общий бэклог продукта. Вот здесь есть какие-то истории, которые еще мы либо будем дописывать к ним требования, либо же мы будем из этого бэклога брать их на refinement, то есть на тот митинг, где мы обсуждаем эти истории, и опять же их каким-то образом дополнять. Потом мы, когда это все сделаем,
Набросаем наш спринт следующий и нажмем «Создать спринт». И следующий спринт у нас тоже уже будет с каким-то набором user-stories, с которыми мы можем работать. Можно создавать спринты на будущее. Тоже такая функция есть в Jira. Опять же, если вы уже набрали большое количество user-stories, вы их всех обсудили, и все хорошо, и так должно быть, так правильно, то можете на будущее там уже несколько спринтов тоже спланировать. Нежелательно добавлять в спринт новые user story, то есть спринт у нас он такой. Должен быть ригидный, он должен быть окончательный, и мы не должны его раздувать еще больше, потому что когда мы планируем спринт, мы смотрим на то, как команды работали раньше, у нас уже какая-то выработана capacity и velocity, которую я, как я уже сказал, не буду рассказывать, поэтому можете посмотреть. То есть, по сути, это наша какая-то продуктивность, какие-то показатели, которые говорят о том, что вот команда может доставить только в этот спринт 20 story-поинтов, не больше. Не нужно загружать команду. Если спринт недозагружен, например, бывает такое, что не успели написать на будущее, как я уже сказал, user story, то тогда, конечно же, могут что-то добавить, но, опять же, это не самая лучшая практика. И давайте еще внутрь зайду какого-нибудь тикета, это, наверное, какой-то тестовый создал, просто покажу вам еще, что может быть внутри него, наверное, в Social Media Registration. Да, то есть, как я уже сказал, вот у нас есть такой формат наших user-story, я здесь ничего не писал, это все чисто так ознакомительное, то есть обязательно прописано, что хочет юзер от того, что вот эта вот функция будет у нас реализована. Дальше прописаны acceptance критерии, то есть это то, что будет реализовываться уже внутри данной фичи, то есть будет расписано полностью там, какие кнопки должны быть, какие валидации должны быть, какое поведение того или иного элемента и так далее. Иногда добавляют exception cases, и это очень полезно, особенно для тестировщика, потому что на основании именно вот этих вот случаев можно написать негативные проверки, и если аналитик так делает, то он вообще зайка. Можете его похвалить, и если есть такая возможность, просите, чтобы он тоже их добавлял. Конечно же, это не отменяет того, что вам тоже нужно проектировать тест-кейсы, но у вас уже будет некоторая база, и будет проще их придумывать. Далее может быть еще mockup links, то есть это, по сути, ссылки на ваши дизайны. Вот как раз-таки это происходит в Figma. Figma — это инструмент, где в основном работают UX, UI-дизайнеры, они рисуют вам мокап. Сейчас покажу, как это выглядит. То есть это шаблоны того, как это в будущем будет выглядеть уже в финальной верстке. То есть вы перейдете по этой ссылке, она тут автоматически так вот красиво делается. И вот так вот выглядит наша Figma, ничего страшного в ней нет, очень простой инструмент, особенно если мы говорим о том, какие функции закрывает она для тестировщиков, то есть вы сюда переходите, и вот у вас, например, сверстана какая-то тут страница, это будущий ваш дизайн, не знаю, будущий ваш сайт, приложение, с которым вы будете работать. И здесь вы можете сравнивать каждый элемент. То есть здесь можно рассмотреть ширину, высоту этого элемента, можно посмотреть текст, размер этого текста. Также можно посмотреть цвета. Также какая-то еще информация об отступах, выступах и так далее. То есть это полезно. Вы в будущем открываете какой-нибудь ресурс, например, для примера AliExpress, делаете здесь просмотреть код, выбираете здесь Elements, и, например, тут есть Styles. Это ваш CSS-код. И здесь как раз-таки вы найдете всю ту же самую информацию, которая у вас есть в Figma. И вы, как тестировщик именно фронтенда, а чаще всего начинающие специалисты работают именно с этим, сравниваете все, что здесь есть. Мы не говорим сейчас про инструмент Pixel Perfect, он работает немножко по-другому. И я, если честно, с ним никогда не работал, но вот Figma помогает нам таким образом все проверить. Поэтому обязательно сравнивайте, чтобы все было на своих местах, чтобы все кнопки имели одинаковые отступы, чтобы шрифты все совпадали, чтобы шрифт тоже был правильный, точнее стиль этого шрифта. А таким образом Figma нам упрощает работу. То есть, опять же, такое бывает, что тестировщики в том числе работают в Figma и могут просматривать дизайн на этапе сбора требований, опять же, проводить анализ требований и таким же образом, как мы проверяем требования, просматривать мокапы и сравнивать то, что есть у нас в требованиях, с тем, что нарисовал наш дизайнер. И здесь есть возможность тоже оставлять комментарии. То есть вообще без проблем, в любом месте пишите свой комментарий и ждете какого-то резолва, то есть какого-то изменения, какого-то решения этой проблемы. И таким образом тоже это очень удобный инструмент, который держит руку на пульсе у всех участников команды. Сюда заходят и разработчики, потому что они должны посмотреть, как все верстать. Здесь работают и дизайнеры, здесь работают и аналитики в том числе, они тоже вычитывают все эти мокапы и просматривают, чтобы все было ок.
Поэтому такой вот инструмент можете использовать в работе, точнее, будете, скорее всего, использовать в работе, потому что это самое популярное решение, которое сейчас есть. Что у нас еще здесь есть? Помимо того, что здесь есть какие-то основные у нас атрибуты, которые есть в баг-репорте, но они тут не все, поэтому тоже, ребята, имейте в виду, что вы можете настраивать, особенно в учебных каких-то целях, создать себе там ту же джиру на 10 человек, она бесплатно, и тоже настроить под себя и посмотреть, как это работает. Кто еще не зарегистрировался, обязательно поработайте, потому что многие ребята, которые здесь, они проходят именно это все самостоятельно, самообучение, поэтому научитесь, пожалуйста, работать в системе, прощелкайте все табины, которые здесь есть, то есть вкладки, посмотрите, что такое бэклог, что у нас есть на доске, какие настройки есть и так далее. Попробуйте интегрировать Jira с другими системами, мы сейчас, кстати, поговорим о них. То есть у меня сейчас в Jira интегрирован GitHub, и интегрирован TestRail. Давайте начнем с TestRail. Что это вообще такое? У меня есть видео, не инструмент для тестировщика, хотя TestRail это как раз-таки один из основных инструментов тестировщика. Не только он, это один из представителей большой семьи TMS-систем, то есть тест-менеджмент-системы. Системы по управлению тестами, ну, либо тест-кейсами. TestRail просто один из самых популярных. Что он из себя представляет? То есть здесь есть большое количество вкладок, и что интересует нас в первую очередь, это, конечно же, возможность писать тест-кейсы внутри этой системы, также простота того, чтобы мы могли их изменить, простота того, что мы можем их, опять же, связать с той же самой Jira, простота в том, что мы можем собирать здесь отчетность по нашим кейсам и легко их видоизменять. В этом большой плюс. Так вот, в Jira есть возможность это все синтегрировать. Если я не забуду, то я прикреплю ссылку на статьи, которые помогут вам это сделать. У меня как-то не получалось это сделать, когда я записывал первое видео, посвященное TestRail, но сейчас вот все получилось и все работает. Но, как оказалось, это совсем несложно. Там нужно будет создать API-токен, который будет у нас в Jira, этот API-токен связать с TestRail, потом установить специальное приложение внутри самой Jira и все, по сути, там запустить интеграцию, и у вас все сработает хорошо, и все будет работать замечательно. То есть у вас, видите, как только вы это все настроите, появится TestRail Cases и TestRail Runs. То есть Cases — это, по сути, ссылки на ваши кейсы, которые будут привязаны непосредственно именно к данной фиче, которая у вас есть, к данному тикету, к данной задаче. И TestRail Runs, то есть если вы будете запускать раны, прогоны тестовые, то есть тоже здесь информация будет у нас появляться. Как привязать к конкретному кейсу, то есть вы должны запомнить вот этот вот номер RT3, он присваивается автоматически в зависимости от названия вашего проекта. Когда вы будете создавать здесь кейс внутри, обязательно напишите references, то есть ссылки, именно название этой задачи, этого тикета. И он автоматически слинкует то, что есть у вас здесь, с вашей Jira, и вы сможете просмотреть эти кейсы. И в том числе нажать на эту кнопку, и вас приведет на создание новых кейсов. Тоже автоматически сразу проставится вот эта вот ссылка. А по поводу ранов, вы тоже можете их тут здесь запускать. Видите, у вас есть переход. И вы здесь запустите раны, то есть, по сути, вы добавите сюда какие-то специфические кейсы, проведете этот прогон, то есть просмотрите, чтобы все было хорошо, и результат тоже отобразится в том числе и в Jira. То есть, таким вот образом они слинкованы между собой, эти две системы. Единственный минус использования TestRail то, что триальная версия действует только 14 дней. Поэтому за 2 недели сложновато с этим инструментом ознакомиться, но расскажу вам лайфхак, я уже его рассказывал на одном из видео, как раз-таки посвященному TestRail, вы можете зарегистрироваться вот таким способом, то есть, когда вы пишете свою почту, например, моя вот почта, обязательно добавьте +1 @gmail.com. Это уже при регистрации, не при логине. Там будет другое поле немножко. И таким образом письмо о подтверждении триальной версии все равно придет на эту же самую почту. Да, вы потеряете свои данные, которые были в предыдущем аккаунте, то есть он уже перестанет действовать на этом триальном периоде, но вы сможете продолжать обучаться внутри другого уже аккаунта, на другом проекте. Для целей обучения это подойдет. Конечно же, в компаниях это все покупают, и TestRail работает. Единственное, что, насколько я помню, в России сейчас и Jira, и TestRail под санкциями, но есть аналоги этих систем, я думаю, вы сможете их найти хотя бы для учебных целей. Jira точно работает с VPN, поэтому можете тоже использовать VPN для целей обучения.
Это все, что касается TestRail. Опять же, для того, чтобы изучить этот инструмент, вам нужно самостоятельно прощелкать его, посмотреть. Посмотрите мое видео, посвященное этому инструменту в том числе. И опять же, у TestRail есть хорошая документация, которую можно почитать, и там расписано все подробненько по отчетам, по созданию тест-кейсов, ранов, по майлстоунам и так далее. Поэтому не заблудитесь. И всегда советую, когда вы изучаете какой-то инструмент, изучайте его документацию в первую очередь, а уже потом ищите какие-то видео. Ну, конечно, видео, они полезные, но не заменят то, что есть внутри официальной документации инструмента. К тому же очень часто происходят какие-то изменения, и видео имеют такое свойство устаревать, в том числе и мои, которые выходят на этом канале. Но тоже ребята часто спрашивают, не устарел ли твой курс. Что касается версии каких-то инструментов, конечно же, они могут сейчас изменяться и отличаться именно GUI-шное представление от того, что было раньше. Но все основные функции, они работают, и можно поискать, и вы обязательно их найдете. В том же самом Postman у него изменился интерфейс, но все остальные функции остались прежние, там, может, что-то новенькое добавилось, поэтому сильно не бойтесь, и не бойтесь изучать. Это самое главное, что вообще есть в работе тестировщика. И в любом случае вы будете находить тоже старые какие-то видео, и вам нужно будет каким-то образом адаптироваться к тому, что вот не совпадает, к сожалению, версия. Но я думаю, что вы с этим тоже справитесь. Что еще здесь может быть? Как я уже сказал, очень удобно, это привязка к GitHub. Привязка к GitHub тоже делается несложно. Можете посмотреть в официальной документации GitHub, как это сделать. Там тоже нужно будет связать несколько приложений между собой. Наверное, даже проще, чем с Jira, потому что все происходит в автоматическом, по сути, режиме. Вам просто нужно нажать на несколько кнопочек и дать разрешение. Все репозитории свяжутся. Репозитории — это место хранения нашего кода. Их может быть несколько. Поэтому тоже имейте в виду, что такая возможность есть, можете на досуге это все посмотреть. То есть здесь привязывается ветка, по сути, в которой работает, например, наш разработчик, которая привязана к данной функциональности. Мы можем к ней перейти и посмотреть, что там внутри нее проходит. Опять же, это все тестовое, я здесь не добавлял какой-то код, просто вот для общей информации. Когда у вас будет несколько людей на проекте и будет правильно настроен GitHub, вы будете делать, возможно, вы, а возможно нет, подтверждать то, что все хорошо с этой функциональностью. Само собой, будет возможность отправить ревью, тут будет такая штучка, типа add review, и другой разработчик даст обратную связь на данный код, и, возможно, что-то нужно будет изменить. И также у вас будет какой-то финальный, например, approve от тестировщика. Возможно, такое будет. И вы, возможно, будете даже что-то мержить в автоматическом режиме, просто нажимать на кнопку. Мержить это значит, что вы возьмете вот эту ветку, которая у вас есть. Она, по сути, не относится там к мастер-ветке, которая в конечном итоге попадет на прод. То есть есть разное количество веток. Возвращайтесь к моему курсу по GitHub, там я подробно об этом рассказываю, чтобы тоже сейчас сильно много не занимать времени. То есть мы вмерживаем вот это вот изменение, вот эту ветку в основную, и уже эта основная потом в будущем у нас будет идти на прод. Это один из плюсов, кстати, таких вот систем контроля версий, что мы можем работать одновременно над разными участками кода, а потом одним разом это все в один определенный репозиторий, там, не знаю, не репозиторий, а ветку добавить и ее использовать. И вот как раз-таки, как и обещал, немножко вам расскажу про Continuous Integration и Continuous Delivery. То есть Continuous Integration позволяет нам вносить любое количество изменений на любом жизненном этапе нашего продукта. То есть у нас постоянно вливаются какие-то изменения. И GitHub позволяет это сделать. Вот именно из-за того, что у нас есть одна какая-то бранча общая, и мы к ней подключаем другие и можем их вмерживать, эти изменения, в любой момент, опять же, времени, вот это вот и позволяет нам добиться вот непрерывной интеграции. Что касается непрерывной доставки, это когда мы можем тоже в любой момент времени, по сути, доставить какой-то работающий участок кода там, конечному пользователю, например, в том числе. И это уже позволяет нам сделать Jenkins, и я вам немножко дальше о нем расскажу. Так вот, у нас здесь создалась вот эта вот бранча, и ссылка к ней есть, и также всегда у нас есть какой-то pull request, и здесь мы, как я уже сказал, можем этот merge осуществить. И видите, здесь у нас пока есть статус, что открыт. Когда мы сделаем merge pull request, у нас этот статус должен измениться. Давайте мы это как раз-таки проверим. Заходим в наш pull request.
Да, и видите, все объединилось. И, по сути, это сигнал, что, например, эта именно фича готова к релизу. Предположим, что мы прошли по Flow QA, то есть он все просмотрел. Вот мы сейчас, например, что-то проверили, посмотрели макап, что он сходится, посмотрели тест-кейсы наши и там зарепортили какие-то баги, если они есть. Либо же еще такое бывает, что когда фича еще вот находится в разработке, баги могут не заводить, а можно с разработчиком, например, в личных каких-то переписках, в комментариях к Jira это все быстренько пофиксить, чтобы не плодить лишние баги внутри системы. Баги в основном заводятся уже на то, что, например, у нас попало в какой-то environment финальный, либо пререлизные, тогда да, уже баги мы будем заводить. В данном случае можно пойти по такому пути, но обязательно это все каким-то образом задокументируйте. Если мы это не делаем отдельным баг-репортом, то создаем комментарий, либо же в личных сообщениях и сохраняем скрин, что мы рассказали о таком баге, и чтобы его обязательно пофиксили. Как я уже сказал, когда мы доходим уже до финальных environment, лучше так не делайте, сразу создавайте баг, потому что все это имеет свойство забываться, какие-то баги могут кануть в лету, и таким образом мы не узнаем вообще, остались эти баги или нет, не сможем их проследить, могут появиться вопросы к вам, как к тестировщику, почему этого бага нет. Разработчик может сказать, что он ничего о нем не слышал, даже если вы договаривались это сделать, поэтому я всегда советую каким-то образом все документировать, обязательно. Также я советую всегда заполнять баги, когда вы первый раз их находите. Ну, то есть, неправильно, наверное, выразился. Как только вы их находите, сразу создавайте баг. Не нужно себе где-то на листке писать, что вот я там нашел то-то, то-то и то-то. Опять же, листик потеряется, вы что-то забудете. Лучше сразу напишите этот баг, и обязательно проверьте, чтобы он воспроизводился несколько раз. А еще лучше, если вы не уверены в том, что он вот такой воспроизводится. Иногда бывает такое, что там проблема с данными, либо непосредственно с вашим аккаунтом, либо еще что-то. Можете попросить у вашего коллегу, другого тестировщика, если он есть, попросить его, чтобы он тоже посмотрел, воспроизводится ли у него, особенно если баг критический, либо блокирующий. Вот такие дела. То есть после того, как мы уже что-то замержили, это, конечно же, уже у нас пойдет в релиз. И дальше, как я сказал, уже там посмотрят, пришел он в релиз, все ли хорошо. Если там будет финальное какое-то решение, то мы его переводим в done. И видите, наша задача так красиво подсветилась, все у нас хорошо произошло. Это что касается GitHub, и буквально в нескольких словах про Jenkins. Jenkins как раз-таки позволяет нам то, что вот мы там разработали, то, что у нас находится в GitHub, перенести на фронтенд и на бэкенд, и увидеть это уже в вашем браузере, например, если мы работаем с веб-приложением. В данном случае вы будете создавать так называемые джобы. И эти джобы у нас, когда они будут проходить успешно, будут сигнализировать о том, что вот этот вот код уже есть на каком-то окружении, у него есть URL, и мы можем это проверять. Как это может быть реализовано? Например, сейчас у меня это реализовано с помощью обычных GitHub команд. Все системы между собой интегрированы, то есть вы заходите в GitHub, например, GitHub Bash, и здесь какой ваш порядок действий. Сначала вы делаете git checkout и переключаетесь на ту ветку, которая вас интересует, то есть где находятся ваши изменения. Ну да, по сути, это та же самая ветка, то есть мы в нее не будем переключаться. Дальше вы должны сбросить все до последнего вашего коммита, который пришел в эту ветку. Это делается через git reset hard. И последний ваш коммит, вот он здесь отображается. После, так как я работаю с расширением для Chrome, нам необходимо делать билды. То есть мы эти билды через режим разработчика загоняем в наш браузер, в Chrome, например. То есть я еще себе обязательно делаю git pull, то есть я забираю то, что у нас лежит в удаленном репозитории, то есть вот я в GitHub вам что-то показывал сейчас, это был удаленный репозиторий, это лежит в сети интернет. Но также у нас есть еще локальный репозиторий, то, что есть у нас на компьютере, и с чем мы можем работать уже локально на нем. Нам не нужен здесь уже в таком случае интернет. Git pull мы делаем, все изменения подтянулись последние, которые у нас есть. Дальше, как я уже сказал, у нас интегрирована возможность использовать Jenkins. То есть мы в таком случае, опять же, переключаемся уже на ту среду, в которой необходимо будет потом тестировать эту функциональность. Например, у нас есть какой-то QA environment, есть stage, возможно, есть релиз и пререлиз, есть локальный environment. Они все отличаются в зависимости от того, что мы на них делаем. Локальный, он чаще всего для разработчиков, и они могут там посмотреть, что все ли работает хорошо. QA environment – это
то, с чем работает тестировщик. То есть туда уже приходят фичи, и мы их там тестируем. Есть стейдж, либо он еще называется пререлиз, когда мы уже все протестировали на QA, переносим это на вот этот вот стейдж. Это считается таким вот финальным шагом, финальным решением перед тем, как нам запускать это все на релиз. И это уже стабильная версия. И мы должны проверить, что там действительно все работает, нет никаких багов, и все хорошо. И потом уже мы переносим эти все вещи на наш прод. На прод обычно уже тестировщик не переносит, это уже делают разработчики. Не разработчики даже, а скорее релиз-команда или под руководством релиз-менеджера. Так вот, мы здесь должны переключиться непосредственно на какой-то environment. У меня его нет, поэтому сейчас будет ошибка, так что я не буду этого делать. И дальше вам нужно будет сделать git push origin force. И здесь уже произойдет то, что изменения с вашего локального репозитория, который вы сюда вот сейчас занесли, они пойдут именно на тот непосредственно environment. И это поможет нам сделать в том числе и Jenkins. То есть потому что в таком случае мы нигде не сможем увидеть это. А Jenkins нам соберет наш билд, то есть уже какую-то версию нашего ПО промежуточную, и мы сможем на нем уже все протестировать. Видите, здесь все делается автоматически, нам даже не нужно заходить в сам Jenkins. В Jenkins потом просто появится информация о том, что у вас запустился билд, вот эта вот десятка, например, появится, и какой-то статус с лентой. То есть мы должны дождаться, пока полностью все пройдет. Когда все проходит, значит, мы можем спокойно приступать к тестированию. Также здесь есть возможность, как я уже сказал, проследить статус, есть возможность увидеть изменения, то есть то, что у нас было в репозитории, тоже будет отображаться в этих изменениях. Workspace — это, по сути, ваше рабочее пространство, в котором вы работаете, то есть там будут вся информация о всех там проектах, например. Build Now, если вы будете это делать в ручном режиме, то есть не будете использовать, например, тот же GitHub, и он не будет интегрирован, тогда вы сможете через Build Now запустить это. То есть обычно что там пишется? Там пишется информация о ветке, которую вы хотите добавить на ваш стенд. Там пишется информация о базе данных, потому что нам тоже нужно откуда-то эту информацию загрузить и связать эту базу данных непосредственно с вашим финальным билдом. Вот, такая обычная информация там есть. Еще могут быть какие-то дополнительные вещи, но опять же это все настраивается согласно вашего проекта. Можно удалить данный проект, либо эту джобу, например, тоже можно удалить. Какие-то дополнительные конфигурации, то есть здесь тоже уже все зависит от того, как это настроено на вашем проекте, и нужно вам это или нет. Чаще всего, как я уже сказал, это все настраивается за вас, вам нужно будет просто нажать одну кнопку, там, Build Now, и сбилдить эту джобу. В том числе тут еще будет, если вы вдруг увидите, что у вас failed данная джоба, то будет work log, и можно посмотреть в этом логе, что случилось на том или ином этапе построения вашего билда финального, и с этой информацией уже либо самостоятельно ее изучить, если вы понимаете эти логи, и можете там предсказать, из-за чего это случилось, либо идти к разработчику, либо же к DevOps. Чаще всего к разработчику идут, к DevOps в крайних случаях, если действительно видно, что это не из-за кода происходит вот этот вот фейл. Вот так работает Jenkins в двух словах, но, конечно же, на инструменте было бы лучше и проще вам это показать. Может быть, когда-то я научусь его настраивать и это сделаю для вас. Опять же, по Jenkins я видел достаточно много плейлистов, поэтому тоже можно почитать, посмотреть про него, и есть тоже хорошая документация. Вот, это такие основные инструменты, с которыми я работаю. Что еще я применяю в своей работе? Конечно же, это базы данных. Сейчас это не реляционные базы данных, MongoDB. Они отличаются, конечно же, от SQL, то есть это NoSQL базы, там не используется язык запросов, там используется аналог JavaScript, и там тоже можно работать со всеми коллекциями, которые там создаются, там не совсем таблицы, и можно тоже выучить определенный набор этих запросов, которые нужно отправлять. Это не селекты, не джойны. Если вам интересно, тоже можете посмотреть про MongoDB что-нибудь. Я планирую тоже освещать эту тему. Не знаю, как в рамках YouTube, но в рамках вот этой моей новой образовательной платформы, которую я сейчас делаю и над которой я сейчас работаю, там будет и MongoDB в том числе вместе с SQL. Но это в отдаленной перспективе, пока основная задача, основной курс туда переместить,
не удаляя здесь ничего, не волнуйтесь, все на Ютубе остается, как обычно, в открытом доступе, пользуйтесь на здоровье, учитесь, но там просто будет уже возможность что-то сделать по-другому, с обратной связью и так далее. Пока все форматы я дорабатываю, обрабатываю, и, возможно, что-то получится. Базы данных. Что еще можно использовать в работе? Конечно же, это Postman, коллекции и так далее, но, опять же, нету смысла сейчас вам это сейчас все показывать, потому что, во-первых, вам нужны какие-то вводные данные, и у меня есть курс про Postman на канале. Приходите, смотрите, изучайте, там все подробно, и никак не за 3 минуты, как я это делаю сейчас, по некоторым инструментам. Если вы работаете мобильным тестировщиком, то, конечно же, у вас подключаются другие инструменты, эмуляторы, симуляторы, в зависимости от операционной системы, с которой вы работаете. То есть тоже такое есть. Могут быть какие-то другие планировщики, может быть не Jira, может быть Azure DevOps, может быть не GitHub, а GitLab, может быть не Jenkins, а Circle CI. То есть количество инструментов многочисленное, их очень много на самом деле. Есть достойные аналоги, есть не очень, есть бесплатные, есть платные. Все, опять же, зависит от стека, который был выбран именно для вашего конкретного проекта. И даже один тестировщик, находясь и работая в одной компании, может за несколько лет поменять этот стек и изучить работу разных инструментов. И никто вам не говорит, что если вы работаете условно в одной Jira, что она никогда не изменится на Azure DevOps, либо же наоборот. Либо же кто-то вам скажет, что, ребята, нужно провести исследование рынка и выбрать инструменты, которые, может быть, подешевле и поэффективнее, потому что нам что-то не нравится. И мы тоже должны применять наши знания и вообще искать тоже какие-то варианты, дополнительные альтернативы для того, чтобы команде было работать комфортнее. Поэтому тоже имейте это в виду. Такие кейсы случаются и в работе рядового тестировщика, не только каких-либо лидов, особенно если вы один тестировщик на проекте. Поэтому с инструментами и пониманием того, как они работают, будет очень неплохо на всех ваших местах работы. И не стесняйтесь узнавать что-то новое, потому что, переходя из одной компании в другую, конечно же, будут спрашивать обо всем, о вашей практике, о том, как вы участвовали в процессах, поэтому я так много говорю о процессах, когда рассказываю, например, вот даже в сегодняшнем видео о моем рабочем дне, так сказать. То есть процессы спрашивают очень сильно, и не нужно отмахиваться, что Scrum это все не так и все не очень, а нужно понимать, как это все работает. И поверьте мне, когда вы работаете несколько лет, это понимание приходит. Главное вовремя осознавать то, что вы стагнируете на каком-либо проекте, либо не развиваетесь, и не стесняться, не бояться менять этот проект, переходить куда-то, общаться с вашим менеджментом, думать о каких-то путях вашего роста. Потому что когда человек находится в одном месте, в болоте, и не развивается, ему будет очень сложно на рынке. Я знаю случаи, когда условные сеньоры приходят из одной компании, и они не дотягивают даже на сильных джунов. Такое тоже бывает. Если вы сеньор в одной компании, не факт, что вы докажете свою сеньорити и в другой, если вы не будете развиваться. Про соцсети свои тоже вам рассказал уже сегодня подробно в начале видео, поэтому можете подписаться, я буду только рад, и сообщество тоже будет радо каким-то новичкам и их вопросам. Не переживайте на этот счет, все с чего-то начинали, и у всех было очень много вопросов. Если вам кажется, что они глупые, то все нормально, глупых вопросов не бывает. Главное тоже самостоятельно провести какой-то дополнительный инвестигейт и исследование. Следите за обновлениями. Во вкладке сообщества я часто пишу какие-то тоже анонсы, которые случаются в жизни этого канала и других моих активностей. Не переключайтесь, оставайтесь на этом канале. Увидимся с вами совсем скоро. Пока, ребята.